Всем привет! Сегодня решила приготовить Наполеон. Достала мамину тетрадку. Думаю, что у каждой хозяюшки есть такая тетрадь от мамы или от бабушки с рецептами. И обязательно в этой тетрадке найдется рецепт Наполеона. И примерно он у всех одинаковый. Ну, я вам сегодня хочу предложить свой Наполеон, так как готовлю его я, как нравится всем моим родным, близким и моим гостям. А еще я достала топорик. Когда говорится о Наполеоне, сразу вспоминается вот этот топорик. Мама всегда делала это тесто на Наполеон, рубленное, и вот этим топориком. Сегодня мы себе облегчили уже этот труд, трем на терке масло, топорик не нужен. В общем, давайте готовить вместе. Для начала надо протереть масло. Я натирать буду теркой прямо сюда, в муку. Все продукты из холодильника, масло из морозилки. Заранее ничего доставать не надо. Все холодное должно быть. Вот так натру все масло в муку и потихоньку вот так распределяю, чтобы оно не таяло. Быстро-быстро натираю. После того, как растерли все масло, вот так делаем крошку руками. Мы уже делали с вами в нескольких рецептах вот такую масляную крошку. Вот так перетираем. Ну, недолго, быстренько все, чтобы крошка образовалась. Перетерла всю муку с маслом. Теперь сюда добавляю 2 яйца. «100 граммов сметаны». Все точные пропорции напишу, как всегда, в описании под видео. Весь рецепт со всем количеством ингредиентов, как всегда, внизу в описании. Чайную ложку разрыхлителя, вот так по краешку пущу его. При смешивании разрыхлитель смешается. Молоко наливаю. Молоко тоже холодное, все холодное. И щепотку ванилина для аромата. Теперь все это вот здесь я, заметили, сделала лунку небольшую в серединке, все это сюда отправила. Вот так слегка перемешиваю. И теперь нужно соединить все это тесто в ком. Сделать вот из этой всей смеси тесто. Аккуратненько вот так все перемешиваю, соединяю. Сильно не надавливаю, вот такими движениями. Если вдруг не хватит жидкости, то можно добавлять прям по столовой ложечке ледяной воды. Можно также холодным молоком добавлять, холодное молоко из холодильника по ложечке, а можно ледяной водой дополнять, чтобы тесто собралось. И вот так буду собирать его. Немного в миске помесила, высыпала все вот на рабочую поверхность, на коврик и собираю. Теперь здесь, конечно, удобнее. Миска не ездит, и тесто удобно собирать, ничего не мешает. Вот так собираем. Я уже вижу, что воды мне не понадобится. Тесто хорошо собирается в ком. Жидкости добавлять не надо. Но имейте в виду, мука вся разная, поэтому может понадобиться немного жидкости холодной дополнительно. Теперь надо его разделить примерно на 10 частей, плюс-минус, чтобы нормального размера коржи получились. Вот таким образом буду делить тесто. Вторую часть тоже. Так. 2, 3. У меня 11 должно получиться по-любому. И теперь быстренько вот так скатываем шарики. И там уже поправляем, видим, где больше, где меньше, добавляем, убавляем. Главное, все это быстренько делаем.
И потом скажу, что дальше. Вот у меня получилось 11 колобков. У вас может получиться 12, может получиться 9, 8. Просто потом это будете сами регулировать. Я сделала 11, накрываю теперь пленочкой и отправляю в холодильник хотя бы на пару часиков. А пока тесто будет стоять в холодильнике, за это время можно подготовить крем и тоже его охладить. Для начала сахар соединю с крахмалом. Ну не весь, часть сахара я насыпала сюда. Эту пока часть не трогаю. Сюда же отправляю желтки. 3 желтка. Вот так разобью желтки сразу. И немножечко молока от общей массы наливаю сюда же. Вот так. Вот эту смесь хорошенечко перемешиваю, чтобы не было комочков потом. Если вы бухнете всю сразу эту смесь сухую в молоко, то у вас сразу же образуются комочки. Потом придется дополнительно блендером или чем-то разбивать или перетирать через сито. Лишнюю работу себе сделаете. Теперь отправляю оставшийся сахар сюда. Я этот сахар не измеряю, сколько в эту часть, сколько в эту. Главное просто, чтобы вот здесь была однородная масса получилась, без комочков. Когда увидели, что комочков нет, все у вас тут ровненько, гладенько, можно сюда же сразу отправить ванилин. Опять перемешать. Все, эта масса готова. Теперь вот это молоко с сахаром отправляю на плиту. Когда оно нагреется, буду вот эту массу, которую яйцо с сахаром, все остальное, потихоньку вливать сюда. И когда молоко уже у вас нагрелось, надо тонкой струйкой влить вот эту смесь. Выливаю и помешиваю вот так. Когда молоко стало горячим уже. И теперь буду варить до загустения массы. Крахмал кукурузный я положила. Если нет кукурузного крахмала, лучше замените мукой. Ну, муки можно положить в 2 раза меньше, чем крахмала. Потому что картофельный крахмал вообще не подойдет. Все-таки он какой-то немножко привкус даст. А муку можно. Но имейте в виду, что с кукурузным крахмалом крем получается намного нежнее. Крем я перелила. И теперь отправляю сюда кусочек сливочного масла. И перемешиваю до растворения масла. Вот так в контакт накрываю, чтобы сверху не образовывалась корочка, пока крем остывает. Вот так. И убираю в холодильник охлаждаться. Тесто у меня пролежало в холодильнике более 3 часов. Если вам надо вдруг быстро сделать, побыстрее, то можете тогда в морозилку на час отправить тесто. Я буду сразу на листе раскатывать и потом его сразу же в духовку отправлять. Один вот буду так на этом, а второй буду на пергаментном листе. И так буду менять, чтобы быстрее. В общем, раскатываем корж. Каждый корж я буду, каждый шарик, колобок достаю отдельно. Остальные остаются в холодильнике дальше. Я раскатываю тесто. У меня будет квадратная форма Наполеон. Чтобы лист туда-сюда не ходил, у вас по столу не ездил, вот так силиконовый коврик подложите, и все, он не будет так туда-сюда у вас. Духовку уже включила на 220 градусов у меня. И раскатываю быстренько коржи. Ставлю форму. У меня дно от квадратной формы. Вы ставьте ту форму, которую вы будете делать.
Коржи пекутся очень быстро, поэтому пока тот корж выпекается, я раскатываю на пергаменте второй корж. И точно так же вырезаю. Чтобы сильно он не пузырился, мы делаем дырочки. Последний корж тоже отправляю в духовку. Я пеку без конвекции, если 7 минут примерно на 220 градусов. 7 минут каждый корж выпекается. А если с конвекцией включите, будет у вас минут 5 печься. Сегодня у нас Наполеон не с заварным кремом, не с масляным кремом, а с кремом пломбир. Очень вкусным, нежным кремом пломбир. Для него нам понадобятся еще сливки. Я взяла 500 мл сливок, 35%. И сюда добавлю 3 столовые ложки сахарной пудры, когда сливки собьются. Сливки взбились, уже стали оставлять след. Добавляю сюда 3 столовые ложки сахарной пудры и продолжаю взбивать. Когда сливки полностью взбились с сахаром, видите, они уже плотные стали. Вот. Я достала крем наш заварную часть из холодильника. Все, наш крем готов. Вот такой он консистенции. Все, будем собирать торт. Пергамент, на котором пекла, я вот его нарезала, куски вот так разрезала, как всегда, на краюшке. Чуть-чуть сюда крема на середину, чтобы наш тортик не ездил. И начинаем собирать. Опа. Видите, какие коржи все. Один краше другого. Отличные. И теперь хорошенько надо промазать кремом. Еще раз говорю, что это Наполеон не хрустящий. Для любителей мягкого Наполеона. Нежного, со вкусом мороженого. Вот обрезки. Тоже видите, какие? Как раз они, как всегда, края получаются тоньше. И, естественно, они больше прижаривают. Что им и надо, да? Мне нравится, когда на Наполеоне темная крошка. Вот как раз все эти обрезки и пойдут на крошку. Какие-то вот краюшки темнее, светлее. В общем, отлично. Посмотрите, какое тесто шикарное. Не пугайтесь, что так много, высоко. Коржи будут, они все сядут, осядут, пропитаются. И будет удобный торт. Я взяла малиновый джем. И вот на второй корж нанесу джем. Опа. Если вы не хотите, можете не класть джем вообще. Но он придает, вот эта кислинка придает очень вкусную нотку здесь. И очень хорошо сочетается. Можно взять крыжовник, можно взять облепиху, можно взять смородину. Любой джем с кислинкой, именно с кислинкой подойдет. Очень вкусный. Как-то мы в ресторане каком-то праздновали день рождения сына, и нам подали там Наполеон вот с малиновым вкусом. И мне прям так понравилась эта идея, с малиновым джемом прослойка была. Очень вкусно получается. И вот так прям. Можно ложечкой размазать, можно вот в кондитерский мешок, чтобы не размазывать все это. Если не нравится, не добавляйте, как я всегда говорю. Не нравится, не кладите. Все дело вкуса. И сколько положить, это тоже ваше дело. Побольше, поменьше. Вот так. Последний корж кладу. Слегка вот так придавливаю. Вот так. Чтобы он улегся. Коржи улеглись, все пропитались. Вот так. И промазываю оставшимся кремом. Видите, как крем у меня четко хватило.
Глаз алмаз. Осталось украсить. Сейчас сделаю из обрезков крошку и обсыплю его крошкой. Сильно крошку не измельчаем. Можно в пакетике измельчить крошку. Я в блендере, так что быстро и удобно. И буду посыпать ею наш тортик. Вот так прям. И оставшуюся часть обрезков пущу на края. В принципе, можно оставить и так. Сейчас очень модно вот так края оставлять торта открытыми. Ну, я классический вариант сделаю. Закрою края. Все, края кремом промазали, ведь этим выровняли остатками крема. И теперь закрываем наши бока нашего торта, вернее, не наши бока. Снимаем теперь вот эти бумажки все ненужные. Все, вот такой красавчик у нас получился. Посмотрите. И, кстати, коржи. У меня форма, по которой я нарезала коржи, 25 сантиметров была сторона квадрата. После выпечки, все, наверное, знают, да, это тесто на Наполеон, оно скукоживается, сжимается. И после того, как коржи испеклись, они стали со стороной 23 сантиметра. Я это говорю так, чтобы вы рассчитывали, да, на размер своего торта, на какого размера вам нужны коржи, какого размера торт. Все, вот он готов. Посмотрите. Сейчас я уберу все лишнее. Вот такой у нас сегодня торт Наполеон получился с кремом пломбир. Отправляю в холодильник хотя бы на 3 часа отправляйте. Я отправляю на ночь. Я люблю отправлять все торты на ночь, пропитываться. И завтра порежу, вам покажу, как он выглядит в разрезе. У нас наступил следующий день. Всем привет! Будем резать наш торт. Конечно же, покажу вам на разрезе, какой этот торт. Посмотрите, все наши слои, вся эта красота. Видите, какой? Посмотрите, какая красота это. Такой тут запах стоит. Это просто не передать. И какой нарядный. Мама еще всегда сахарной пудрой сверху посыпала. Но я не сыплю. Мне так нравится больше, без пудры. И посмотрите, вы помните, да, у нас получилось 11 коржей, 11 слоев. Какой он слоистый. И при этом он не хрустящий, он мягкий, он нежный. Сейчас я, конечно, попробую и расскажу вам о своих эмоциях. Ну, хотя я знаю, этот торт один из любимых тоже. Это очень вкусно. Нехорошо себя хвалить, но это действительно очень вкусный торт, как мороженое пломбир. И вот эти нотки малинового джема очень тут кстати.
Попробуйте, даже если вы не любите Наполеон, этот Наполеон обязательно придется вам по душе. А я с вами на сегодня прощаюсь. Желаю всем всего самого наилучшего. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Будьте добрее, будьте счастливы. Пока-пока!